Привет, YouTube! Сегодня рассмотрим монитор Dell диагональю 24 дюйма с интересным дизайном, IPS-матрицей и антибликовым покрытием. Пройдемся немного по основным его характеристикам. Диагональ 24 дюйма. Разрешение Full HD для данной диагонали, как по мне, является оптимальным выбором. Я искал монитор с IPS-матрицей, так как мне нужна более точная передача цветов для работы с фото и видеоконтентом. Стандартная частота 60 Гц и время отклика 6-8 секунд является обычным показателем для IPS-матриц. Кстати, разогнать матрицу выше 75 Гц у меня не получилось. Яркость 250 кандел на метр квадратный и номинальная контрастность 1000 к 1. Из подключений в нем HDMI вход, DisplayPort и мини-DisplayPort вход, USB-концентратор на 4 входа и DisplayPort выход для подключения второго монитора. Матовая панель с антибликовым покрытием. 99% покрытия sRGB пространства. Превосходные углы обзора как по горизонтали, так и по вертикали. В коробке нас встречает отчет о заводской калибровке монитора. Шнур USB 3.0 типа B для подключения хаба. Шнур DisplayPort, мини-DisplayPort. Версия DisplayPort не указана, но учитывая разрешение и частоту монитора, тут любой подойдет. Далее идет сетевой кабель. Шестигранник для установки кронштейна и инструкция. Сам кронштейн очень тяжелый и внушает доверие. Сделан очень качественно. Чувствуется, что держишь в руках надежную вещь, и недаром этот монитор на $100 дороже аналогичного на обычной ноге. Далее рассмотрим интерфейсы монитора. На левом торце видим два разъема USB 3.0. Рядом с нижним нарисована молния. Этот разъем поддерживает зарядку вашего телефона током до 1 ампера, даже когда компьютер выключен. Про это детальнее позже. Внизу справа расположены кнопка включения и 4 функциональные клавиши.
Сзади можем найти входы HDMI, DisplayPort, мини-DisplayPort и выход DisplayPort, с помощью которого вы можете подключить второй ваш монитор, не проводя дополнительный провод от видеокарты. Выход 3,5 мм на колонке и интерфейсы USB хаба, из которых один вход типа B и два выхода типа A. На этой иллюстрации вкратце показан процесс крепления кронштейна к столу, но в жизни все немного сложнее, неудобнее и с нюансами. Настольное крепление рассчитано под самые тонкие и самые толстые столешницы. В таком положении вы сможете надежно закрепить крепление на столешницу менее 1 см толщины. А перекрутив два мощных болта на нижнее положение, вы сможете установить кронштейн на столешницу толщиной до 6 см. Основание кронштейна прорезиненное, поэтому будет плотно зафиксировано и не оставит следов даже на лакированной поверхности. Для затяжки этих болтов в комплекте не идет шестигранник, но в любом велосипедном наборе есть подходящий на 5 мм шестигранник. Если устанавливать кронштейн в отверстие в столе, то его необходимо разобрать и затягивать болты уже под столом. При затяжке крепления немного деформируются, но жесткость есть с запасом, поэтому даже через полгода использования крепление в разобранном состоянии ровное. Саму руку к кронштейну затягиваем маленьким болтиком, к которому в комплекте идет шестигранник. Этот болт не даст руке с монитором случайно соскочить с крепления на столе.
прокладке кабелей особых секретов нет. Лишь оставьте небольшой запас перед самим монитором, чтобы была возможность наклонять монитор и провода не были в натяжку. Закрываются провода декоративной накладкой на нескольких магнитиках. На данном кронштейне монитор стоит очень уверенно, и даже сильные удары по столу не приводят его в тряску и болтанку, в отличие от его собратьев на обычной ноге. Так как по кабелю DisplayPort и HDMI передается еще и звук, то вывести звук можно и через разъем 3,5 мм на задней панели. Например, вы можете подключить колонки к компьютеру, а наушники к монитору и переключаться между ними двумя нажатиями мышки. Но искать постоянно сзади монитора разъем для наушников неудобно, поэтому я прикупил за $1 такой вот переходник. И теперь подключить-отключить наушники не занимает больше секунды. Хотя если бы разъем был с торца, было бы гораздо удобнее.
Пройдемся немного по меню. В этом мониторе управление реализовано 4 кнопками, расположенными в ряд. Эта конструкция морально устарела, и сюда просто просится 5-контактный позиционный джойстик. Но благо, что настраивается монитор один раз, и часто вы сюда заходить не будете. В ускоренном режиме работы матрицы время отклика уменьшается до 6 секунд, но при работе с текстом вы сможете заметить небольшой шлейф, который будет оставаться за буквами во время листания страницы. Поэтому я оставил обычный режим, и шлейфа не видно. И в играх между 6 и 8 секундами незаметна разница. Вернемся к тому, о чем я говорил ранее. Даже при выключенном компьютере один из разъемов USB, который обозначен молнией, способен заряжать ваш телефон. Но данная функция, как я понял, должна поддерживаться портом USB 3.0 вашей материнской платы, куда вы подключали хаб монитора. Так как я подключал монитор к 3 компьютерам, и на одном из компов зарядка не пошла. В выключенном состоянии подсветка кнопки включения монитора очень мягкая, плавная и еле заметна. Подсветка самой же матрицы практически равномерна и претензий не вызывает. Монитор поистине минималистичен. Рамки очень тонкие, сверху и по бокам всего 5 мм, а снизу всего 8 мм. Выглядит монитор шикарно. Он позволяет не только проложить аккуратно и незаметно провода, коих у меня 5 штук в монитор идет, но еще и за счет отсутствия стандартной ноги освобождает кучу места на столе.
Если вам понравилось видео, то подпишись на канал и не забудь включить колокольчик. А я пойду монтировать для вас следующее видео. Всем удачи и пока!